Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. Как вы уже поняли из названия ролика, я продал дом под Минском и купил новый дом в польской деревне. Этот дом станет моим новым проектом по ремонту. В ближайшее время я буду здесь снимать и показывать весь процесс. Но прежде чем перейти к новому проекту, хочу показать, что я еще успел сделать в своем старом доме, в каком состоянии он был перед продажей. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Еще во время работ по крыше, когда у нас был технический перерыв и сохла стяжка, мы занялись пенополистиролом. Оставлять его открытым на солнце нельзя, потому что со временем он разрушается. Сначала весь пенополистирол зачистили наждачной бумагой. Затем очистили от раствора щель, которая образовалась между парапетом и пенополистиролом. После этого всю поверхность тщательно смыли водой, чтобы убрать пыль. Далее все эти щели запенили монтажной пеной. И уже после этого нанесли защитный слой клея для пенополистирола. Этот защитный слой временно защищает пенополистирол от солнца, до того момента, пока не будет сделан фасад. Также в процессе заказал несколько машин с ПГСом и при помощи местного трактора сделал подсыпку вокруг дома. Дальнейшие работы по установке окон уже выполняли в следующем сезоне. Так как я решил продать дом, надо было закончить полностью коробку, то есть поставить окна. На время зимы все оконные проемы были заложены блоками и забиты досками, которые были на участке. Проемы нужно было освободить от блоков. Эта работа заняла целый день, так как блоки еще потом пришлось занести в дом и сложить на поддон. В тех проемах, где окна будут до пола, еще нужно было выложить ряд блоков с учетом высоты будущего утепления и стяжки. Высота пирога, стяжка, пенополистирол и напольное покрытие примерно 18 см. В кухне, гостиной и коридоре будет водяной теплый пол. В доме еще были возведены межкомнатные перегородки, к сожалению, эту работу снять не удалось. Окна выбрал аналог КБЕ фирма Краус. Внешняя сторона графитовая ламинация, с внутренней стороны окна белые. Сам процесс установки окон стандартный. Устанавливала бригада из 3 человек. Очень сильно просили особо не снимать, как они работают. Но, в общем-то, я особо и не злоупотреблял. В дом я рекомендую ставить как минимум двухкамерные стеклопакеты, заполненные газом. Самое главное, чтобы окна были энергосберегающими, так как дом нужно отапливать. После установки окна, вот эту вот пленку, которая находится снаружи окна, ее обязательно нужно снять, потому что она со временем от солнца намертво прилипнет к раме. Посередине уже сняли, а по краям еще не сняли, потому что сейчас нужно обрезать пену и замазать, защитить пену мастикой. Видите, уже несколько дней пена постояла на солнце и сразу пожелтела. От солнца она разрушается.
Для того, чтобы защитить пену, один из способов – это нанесение акриловой мастики. Излишки пены обрезаются за подлицо с оконной рамой. И затем наносится акриловая мастика. После того, как мастика высохнет, защитную пленку нужно оторвать. Получится аккуратный ровный стык. На этом все работы по дому были закончены. Мы уже жили в другой стране, и я понял, что достраивать этот дом не буду, так как нет времени и финансовых возможностей. Поэтому приняли решение продать недостроенный дом. Тем более, что мы снимали жилье в Польше и платили довольно-таки большие деньги за аренду. Именно продажа недвижимости в Беларуси нам позволила приобрести собственное жилье в Польше. Дом продавался в таком виде. Готовая застекленная коробка с утепленной крышей, внутренними перегородками, черновыми полами. Для того, чтобы ввести дом в эксплуатацию, осталось только прокопать 2 траншеи, ввести электричество и воду в дом. Напомню, что участок 25 соток. К дому подходит асфальт, центральная вода, электричества, газа нет. Эта история подошла к концу. Конечно, грустно было расставаться с домом, но жизнь не стоит на месте. Заканчивается старая история и начинается новая. Нужно идти вперед. Если честно, на продаже дома особо ничего не заработали. Ну, может, 3-4 тысячи долларов. Продавали в конце 2024 года, цены на недвижимость еще были относительно небольшие. Сейчас, конечно же, эта цена уже не актуальна, потому что цены выросли фактически на процентов 50. На момент продажи стоимость такого объекта в РБ была примерно где-то 70-80 тысяч долларов США. В августе 2023 года мы переехали всей семьей из Беларуси, города Минска, в Польшу, в город Гданьск. Гданьск очень красивый город на берегу Балтийского моря. Здесь в одном месте собраны сразу 3 города – Гданьск, Сопот и Гдыня. По-польски это называется Троемясто. То есть 3 города. Все города очень красивые. Сделал небольшую нарезочку из видео с моей зимней прогулки по Гданьску. Кстати, вы видите редкое природное явление, которое бывает раз в 15 лет. Холодная зима и замерзла река Матлава. Помимо старинной архитектуры, Поморское воеводство отличается красивой природой и чистым воздухом, а самое главное, есть море. Полтора года мы жили в съемной квартире, и потом уже решили, что нужно обзаводиться собственным жильем. У нас был выбор: либо купить квартиру, по деньгам мы могли рассчитывать на небольшую квартиру квадратов 60 в городе, либо же за эти деньги купить дом до 150 квадратов с небольшим участком за городом. Свой будущий дом мы нашли в небольшой красивой деревне 30 километров от Гданьска возле города Чев. Покупали его на этапе возведения коробки. Основа дома – это монолитный каркас, силикатные блоки, деревянная стропильная система, черепичная крыша. Дом утеплен пенополистиролом по технологии мокрый фасад. Вообще процесс строительства занял примерно 8 месяцев, и к новому учебному году мы получили ключи. Тип такого жилья в Польше называется близняк, по-нашему дуплекс. Дом разделен на 2 части и у каждого свой участок. Это очень популярный тип жилья в Польше. А теперь давайте посмотрим, что внутри. Закрылась, захлопнулась.
Дубль 2. А теперь давайте посмотрим, что внутри. Здесь прихожая. Небольшая. Слева гараж. Я уже частично начал перевозить свои вещи, потому что негде хранить. Снимаю бокс. Стоит $200 в месяц. Невыгодно, поэтому решил все перевезти в гараж. Здесь электрощиток. Слаботочка. Оптоволокно. Ворота такие вот с механизмом подъемным с пульта. Это моя машина на белорусских номерах, электрическая. Для дома это актуально, потому что есть своя зарядка. Вот моя будущая зарядка. И можно заряжаться. Также можно поставить солнечные панели. Сейчас покажу. Ну вот у соседей стоят на крыше солнечные панели. И если будут свои солнечные панели, то можно ездить бесплатно. Здесь дальше котельная. Газовый котел с бойлером. Сразу расскажу, как в доме устроено отопление, подача воды, канализация и электричество. Самые главные системы жизнеобеспечения. Эти дополнительные кадры я уже снимал через несколько месяцев, когда дом был жилой. Котел Будерос, конденсационный, двухконтурный, греет и воду, и горячую воду, и отопление. Также стоит система для рециркуляции, чтобы горячая вода рециркулировала постоянно. У котла есть еще дополнительный пульт. Пульт управления котлом находится в кухне-гостиной посреди дома. Вот здесь в нем есть температурный датчик. Также есть датчик температурный на улице. Можно программировать как угодно котел, чтобы ночью одна была температура, днем другая температура, отпуск, выходные, то есть все что угодно. Термическая очистка, ну все функции полностью выведены сюда. На улице с северной стороны стоит внешний температурный датчик. Значит, это распределительный щиток отопления на первом этаже. Пока еще эта штука не установлена. Здесь полностью коллекторная разводка труб теплого пола первого этажа. Это зал, кухня, туалет, коридор, гараж и котельная. Также еще один коллекторный узел есть на втором этаже. Это отопление коридора и ванной комнаты. Теплый пол. И сюда же в постирочную приходит вот такая куча проводов. Слаботочка здесь. Управление, что это? Интернет, домофон, сигнализация, видеокамеры. В общем, все, что только возможно. На улице стоит газовый щиток. Здесь счетчики на меня и на соседа. Вот как это все выглядит. От кровати подавать надо раз в месяц. Мои показания. С другой стороны стоит электрощиток. Вот он. Я сюда вообще не лажу, потому что здесь все подается автоматически. Он такой грязный, потому что его поднимали. Он был затоплен. Ну и здесь вот такие места для сбора мусора. Забирают мусор 2 раза в месяц. Надо сортировать пластик, бумага, смешанные отходы, стекло. Здесь ревизия канализации. Это если вдруг засорится канализация, то здесь ее можно почистить. А вот это вода, колодец на воду в дом. Труба с краном и счетчик, который автоматически подает показания.
от этой трубы уже идет, от этого колодца уже труба идет в котельную. Здесь вода приходит в дом. Вот эта вот труба приходит с того колодца, который на улице. Вторая труба идет уже на все системы водообеспечения дома. И вот эта вот труба – это подача воды на огород и в гараж. Здесь вот кран стоит. Это огород. Почему здесь стоит еще один дополнительный счетчик? Это для того, чтобы вода считалась по другому тарифу. Потому что та вода, которая огородная, которая не утекает в канализацию, она считается дешевле. И поэтому здесь еще стоит дополнительный счетчик, который автоматически подает показания в компанию, которая занимается водой, ГТКом. Здесь еще был кран, но я его демонтировал, потому что краники слабенькие поставили, есть риск протечки. Здесь, вот в этом месте, будет стоять еще две системы. Первая система – это система защиты от протечки. И вторая система – это умягчитель воды. Некоторые думают, что систему защиты от протечки в доме ставить не нужно, потому что внизу нет соседей. Но такая система ставится не только для того, чтобы защитить ваших соседей от потопа. Прежде всего, такая система ставится для того, чтобы сохранить ваше имущество. И поэтому в доме система защиты от протечки нужна точно так же, как и в квартире. У меня, например, в доме 7 источников воды. 2 находятся на втором этаже, ванная комната и постирочная, 1 источник на кухне, плюс посудомоечная машина, которая тоже может протечь. 1 источник в туалете на первом этаже, отдельный кран есть в гараже и еще 2 источника воды находятся в котельной. Если вдруг будет потоп, ущерб будет не меньше, чем в квартире. В доме сделана сухопрессованная стяжка. Под ней слой пенопласта. Если туда попадет вода через деформационный шов, который по периметру, под стяжкой получится настоящий бассейн. Чтобы все это высушить, придется демонтировать пол, снимать двери, плинтуса, по сути дела, делать заново весь ремонт. В моем проекте по ремонту в новостройке в Новой Боровой в Минске 6 лет назад я устанавливал систему защиты от протечки «Нептун». Эту систему я выбрал по совету своего сантехника. Она мне понравилась. С тех пор всем своим заказчикам рекомендую ставить систему против протечки от компании Теплолюкс «Нептун». Защита была установлена на 2 вводных узла, а также на трубы полотенцесушителя. Для своего дома я тоже решил использовать систему защиты от протечки «Нептун». Зачем менять то, что хорошо работает? Тем более, что компания Теплолюкс развивается и система эволюционировала в лучшую сторону, по сравнению с той моделью, которая у меня была 6 лет назад. Когда я был в Минске, приобрел эту систему официального представителя компании Теплолюкс. Это система защиты от протечки «Нептун Smart Evo», которая уже хорошо зарекомендовала себя на рынке и активно используется в современных системах водоснабжения. Внешний вид упаковки и дизайн всех элементов системы выполнен на высоком уровне. Сразу видно, что производитель уделяет внимание не только функциональности, но и качеству исполнения. Мой комплект состоит из модуля управления, шаровых кранов с электроприводом, одного проводного и 2 беспроводных датчиков контроля протечки, электронных счетчиков воды «Нептун». Так как у меня в доме 7 источников воды, я еще докупил 4 беспроводных датчика. Отдельно по всем элементам системы. Это модуль управления, куда подсоединяются краны, счетчики и все датчики. Краны с электроприводом. Для компании Теплолюкс эти краны производит итальянская фирма Bugatti. Новый элемент системы – электронный счетчик воды. Проводной датчик и беспроводные радиодатчики. Для чего нужен электрический счетчик воды? Новый элемент системы, которого не было в прошлой системе в моей старой квартире, это счетчик воды, который в случае того, если вдруг вода не попадает, случается протечка, но вода не попадает каким-то образом на датчик, проводной или беспроводной, он понимает, что идет экстремальная утечка воды, и он сам перекрывает систему. Система обнаруживает не только крупные протечки, но и микропротечки, например, вызванные трещинами в трубах.
Если вы делаете ремонт в квартире или строите дом, рекомендую сразу же планировать установку системы защиты от протечки. Отдельно стоит отметить удобство эксплуатации системы Нептун. Датчики быстро реагируют на появление воды, а автоматические краны мгновенно перекрывают подачу, что позволяет эффективно защитить квартиру или дом от протечки и возможного ущерба. Управлять системой можно через телефон при помощи мобильного приложения. Это хороший пример, как инженерные технологии делают нашу жизнь безопаснее и спокойнее. Так, первый этаж. Зал с кухней. Ну, тут туалет. Большой зал с кухней. Тут вот как бы будет стоять кухня. Лестница на второй этаж. Телевизор. Здесь предусмотрено место под камин или печь какую-нибудь. Это поддув идет с улицы. И вот он поддув. И сделана труба. Забор воздуха в камин находится с торца дома. Воздуховод проложен при помощи канализационной трубы к месту установки камина. Вот как это выглядело в процессе строительства. Воздуховод полностью готов, получается, что можно просто подсоединить готовый камин. С другой стороны в гараже находится такая вот дверца для чистки трубы. Чтобы не вывалилось. Керамический дымоход. Все уже покрашено в белый цвет краской. Краска дешевая, понятно, что потом надо будет перекрасить, но вот на первое время, кстати, можно и жить. Была выполнена подготовка под кондиционеры. Еще на этапе строительства я заказал, купил кондиционеры. Приехали ребята, проложили трассу. Сейчас надо вызвать, чтобы повесили все блоки. Один внешний блок будет стоять вот здесь вот. И 3 внутренних. Это я уже подснял после того, как установили внешний блок. Так выглядит уже установленный внешний блок. Это внутренний блок гостиной на первом этаже. Он рассчитан на 50 квадратов. Может охлаждать и обогревать помещение. Это задний двор. Большая площадка, терраса из плитки. Ну и там участок кривоватый. Соседа поровнее. Застройщик засеял траву. Ну, потом понятно, что это все надо будет корректировать как-то. Вообще, мне везет на неровные участки. Прошлый дом был с неровным участком, и здесь тоже попался такой же. Ну, такой вот у меня на участке есть склон. Так, сейчас сходим на второй этаж. Подоконники я покупал и просил за деньги установить до покраски, потому что в стандарте много чего есть, но подоконников нету. В стандарте вся электрика, электрику мы корректировали, сантехнику корректировали, я быстренько нарисовал план, сделали подсветку лестницы. Так, это второй этаж. Вот это вот постирочная. Вот он, второй этаж. Слева ванная комната, туалет, ванная комната, душ, будет ванна, умывальник. Она большая, она где-то, наверное, квадратов 8. Слева кабинет с таким вот красивым окном. Вот здесь вот будет внутренний блок кондиционера. Это уже съемки после установки. Так, дальше. Спальная комната. Тут гардероб. Коридор. Соседский дом такой же. Уже у них так участок облагорожен, довольно-таки красиво. Это детская, большая.
Здесь тоже будет кондиционер, потому что кабинет и детская, они южные и под крышей, поэтому тут жарковато может быть. Уже соседские дома. Так, ну вот, в принципе, такой вот близняк. Близняк — это дом, разделенный на две части по-польски. Сейчас покажу, что находится на чердаке. Две руки нужны. Так, вообще неплохо было бы, наверное, с собой взять свет. То есть тут, в принципе, довольно-таки большое помещение. Я уже здесь поскладировал некоторые свои вещи. Все утеплено полиуретановой пеной. И это дополнительное утепление. А основное утепление, оно здесь вот на перекрытии. Вот оно видно. Но тут довольно-таки очень много места. Единственное, что нельзя ходить в полный рост. То есть мне надо ходить пригибаясь. Но зато здесь, ну, по квадратуре тут квадратов 30. И можно очень много чего спрятать. Так. Есть такое вот окошечко. Можно посмотреть черепицу. Черепица глиняная. Как тут все устроено. Это доступ к дымоходу, к вентиляционным каналам. Окошко, кстати, не самое хорошее, потому что оно просто стеклянное. Ну, в смысле, на проветривание. Оно просто стекло, то есть это не стеклопакет. Поэтому здесь вот скапливается в зимний период влага. Вентиляции никакой на чердаке нету. Тут такая система, что запертый воздух, просто все это консервируется и как есть. Но, как я уже говорил, что вот где это окошко, может появляться плесень. Поэтому что-то потом буду думать. Здесь также есть интернет, для того, чтобы маршрутизатор поставить, и электричество. Ну и колеса от машин. Тут, ну, все, что только... Все, что не нужно, все можно нести сюда. Всего дом 147 квадратов. Из них жилая получается... Короче, грубо говоря, жилая 100, гараж, котельная еще где-то 30, еще есть поддашье. Такое небольшое, ну где-то 147 квадратов, по-моему. Видите, в стане девелоперском даже сделали канал для проводов телевизионных. Кухонная вытяжка. Это двор перед... Заказал специально побольше плитки, чтобы было поменьше травы. Чтобы можно было поставить 2 машины.
А там еще будет на горке много таких домиков. А вообще в Польше это очень популярный формат жилья, потому что купить квартиру размером 100 квадратов и больше это очень дорого. А вот такие дома вполне себе доступны по деньгам и довольно-таки комфортны для семейной жизни. Окна двухкамерные стеклопакеты, с внутренней стороны они белые, с внешней ламинированные графитовой пленкой. Окна хорошие, хороший производитель, хорошая фурнитура и профиль. Что касается утепления, пенополистирол толщиной 18 см. Тут на утеплении не экономят, потому что энергоресурсы дорогие и в общем дома должны быть максимально теплые. Я приезжал на стройку во время утепления, специально померил толщину утеплителя. Что касается математики. Стоимость такого дома в Польше, Поморское воеводство, 30 километров от Гданьска, соответственно и от моря, 760 тысяч злотых. Вот в таком состоянии, как я показал. Без стоимости кондиционеров. Кондиционеры это еще 17 тысяч злотых. Если перевести на доллары США, то это примерно 200 тысяч. Плюс-минус в зависимости от курса. Разрешения на покупку не надо. Купить может любой иностранец при условии, что вы легально находитесь в стране, даже если у вас просто обычная виза. У нас получилось по деньгам так. Половина денег это проданная недвижимость в Беларуси, другая половина это кредит. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч. Продолжение следует. Know you've been a good friend, and that's in the thick and